После того, как дайвер сделал все возможное, чтобы спасти жизнь горбатому киту, он оказался совершенно ошеломлен тем, каким образом это огромное морское животное решило выразить ему свою благодарность. Эта история началась темной ночью в холодных водах Атлантического океана, неподалеку от побережья отдаленного норвежского города, где одинокий горбатый кит спокойно двигался вдоль береговой линии, не подозревая о смертельной опасности, скрывающейся впереди. Сначала все выглядело безмятежно. Массивное существо плавно скользило в глубине, словно часть самой стихии. Но ночная темнота в океане настолько плотная, что даже такие крупные и чувствительные создания не способны вовремя заметить искусственные ловушки, оставленные человеком. В какой-то момент кит внезапно натолкнулся на запутанную систему прочных рыболовных тросов и мгновенно оказался в ловушке, которая начала сжиматься вокруг него с каждым его движением. Запутавшись в толстых канатах, он стал отчаянно бороться, резко извиваясь и пытаясь вырваться. Однако, чем сильнее он сопротивлялся, тем плотнее затягивались веревки, впиваясь в его тело и причиняя все более сильную боль. Как и любое дикое животное, попавшее в западню, он поддался панике, переворачиваясь в ледяной воде снова и снова, не осознавая, что каждое движение лишь усугубляет ситуацию, превращая ловушку в смертельные оковы. Проходили часы, силы покидали его, и в какой-то момент измученный кит оказался практически неподвижен, оставаясь на одном месте и из последних сил поднимаясь к поверхности за воздухом, в то время как тяжелые веревки глубоко врезались в его кожу, оставляя болезненные раны, а вокруг не было никого, кто мог бы услышать его безмолвный зов о помощи. На следующее утро команда морских исследователей вышла в море на своем судне Northern Star, не предполагая, что обычный день превратится в напряженную операцию по спасению, которая навсегда изменит жизнь одного из них. Среди них был опытный дайвер по имени Алекс Рейнольдс, человек, посвятивший океану большую часть своей жизни. Но даже его многолетний опыт не мог подготовить его к тому, что им предстояло увидеть. Пока команда находилась на палубе и обсуждала планы, радио внезапно ожило, и тревожный голос местного рыбака сообщил о странной активности в воде и о том, что, по всей видимости, какое-то крупное животное отчаянно борется за выживание. Капитан судна Майкл Торн немедленно потребовал точные координаты, и уже через несколько минут команда направилась в указанную точку, преодолевая холодные волны и утренний туман. Добравшись до места примерно в 8 милях от берега, они остановили двигатели, и наступившая тишина позволила им рассмотреть происходящее. Среди волн находился кит, который поднимал голову над водой и смотрел прямо на людей, словно оценивая их намерения. Сначала казалось, что он просто ведет себя странно, но вскоре один из членов команды заметил, что вода вокруг него натянута линиями, уходящими в глубину, и стало ясно, что животное не свободно, а фактически приковано к дну тяжелым грузом. При более внимательном осмотре выяснилось, что кит запутался в многочисленных крабовых ловушках, которые рыбаки оставили на дне, и за ночь они наполнились уловом, увеличив свой вес до более чем тонны, превратившись в якорь, удерживающий кита на месте. Ситуация была критической, поскольку, в отличие от рыб, киты должны регулярно подниматься на поверхность, чтобы дышать, и было видно, что каждое такое движение дается ему все труднее, а его силы стремительно истощаются. Капитан отдал приказ попытаться освободить его с поверхности, и команда зацепила одну из линий, подключив ее к лебедке. Однако нагрузка оказалась слишком большой, механизм не выдержал, и трос с громким треском оборвался, заставив всех понять, что таким способом помочь не удастся. Именно в этот момент Алекс принял решение, которое требовало не только профессионализма, но и огромной смелости, ведь он прекрасно понимал, что в этих водах нередко появляются большие белые акулы, особенно когда в воде присутствует кровь раненого животного, способная привлечь хищников с огромного расстояния.
Несмотря на риск, он заявил, что спустится под воду, и после короткого колебания капитан дал согласие, понимая, что времени почти не осталось. Алекс быстро подготовил снаряжение, тщательно проверив каждый элемент, особенно нож, который должен был стать его главным инструментом, и, дав последние указания команде следить за поверхностью в поисках акул, нырнул в ледяную воду. Вскоре к нему присоединились другие дайверы, и вместе они приблизились к киту, который сначала настороженно наблюдал за ними. Его взгляд был полон усталости и недоверия, словно он не понимал, пришли ли люди помочь или навредить. Алекс действовал максимально осторожно, протянул руку и мягко коснулся животного, стараясь не напугать его, а затем начал методично перерезать веревки, каждая из которых могла стать последней ошибкой, если бы он выбрал неправильную линию и спровоцировал резкое смещение тяжелого груза. Работа была изнурительной и опасной. Его руки уставали, дыхание через регулятор становилось все тяжелее, но он продолжал, сосредоточившись только на одной цели — освободить кита. Постепенно, линия за линией, путы ослабевали, и в какой-то момент последняя веревка была перерезана, после чего кит мощным движением хвоста ушел в глубину и исчез из виду, оставив дайверов с чувством облегчения и радости. Однако на этом история не закончилась, потому что уже через несколько мгновений огромное существо вернулось, поднявшись из темноты прямо к Алексу, который все еще находился в воде. На долю секунды он замер, не зная, чего ожидать, но то, что произошло дальше, превзошло любые предположения. Кит начал аккуратно касаться его своим телом, мягко подталкивая и кружась вокруг него плавными движениями, словно демонстрируя благодарность. Он двигался с поразительной осторожностью, несмотря на свои размеры, описывая вокруг дайвера широкие круги и даже формируя плавную фигуру восьмерки, создавая впечатление своеобразного танца. Люди на борту наблюдали за этим в полном изумлении, не веря, что дикое животное способно на столь осмысленное и нежное поведение по отношению к человеку. Для Алекса этот момент стал чем-то большим, чем просто успешная операция спасения. Он превратился в яркое и почти нереальное воспоминание, которое навсегда осталось с ним, напоминая о том, что даже в суровом и опасном мире океана возможно проявление доверия и благодарности между существами разных миров. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.